Просто нарастили капот, сделали его такой формы. Иногда хочется схватиться за рычаг. Я такого еще не видел. Ну, интересно. Раз и два. Всем привет. Новый обзор автомобиля. В этот раз у нас Ford Kuga. Полный привод. 2.0 EcoBlue. 190 лошадей и 400 ньютон-метров крутящего момента. Сегодня мы коротко посмотрим на характеристики этого автомобиля. Сделаем короткий обзор, потому что наша главная цель — это поразмышлять над вопросом, стоит ли приобретать этот автомобиль, который уже проездил около 5 лет по дорогам Европы. Стоит ли его покупать на вторичном рынке в 2026 году. Начинаем обзор с внешнего вида. Задняя сторона тут очень симпатична, смотрится все собрано, компактно. Красивый внешний вид внедорожника. Что приятно, что здесь полный привод, хорошо для зимы и для небольшого бездорожья и песка. Цвет у нас симпатичный, металлик, можно сказать мокрый асфальт, цвет грау или серый. Смотрится он красиво. Вот такие боковые линии, есть хром на рамках стекол, нет таких резких деталей, все такое плавное, скругленное. И сверху у нас есть рейлинги для того, чтобы цеплять багажник. Не сильно большой жесткости на капоте у нас есть, но тем не менее не присутствует, что придает хорошего вида. Очень классные внутренности фар. Здесь LED освещение и ближнего, и дальнего света. Но чисто мое мнение, что эта модель и эта форма передней оптики немного не подходит этому автомобилю. Оно сделано немножко сильно закругленно. И личное мое мнение, что это не сильно красивый дизайн. Поэтому я начал сзаду обзор. И следующая модель рестайлинга от 23 года или 24 сделали, просто нарастили капот, сделали его такой формы, что он перекрывает где-то 1/3 такой фары. И фара получается более плоская и с резкими деталями. И такой внешний вид уже хорошо смотрится. Но я повторюсь, что это было мое мнение. Люди неплохо покупают этот автомобиль в этом рестайлинге, но мне больше нравится следующий кузов. Ну и начнем, наверное, с интересного, с техники. Написано 2 раза. Раз и 2. 2 раза нажал, и мы открываем капот. Нажмешь 1 раз, он приоткроется, но ты его не поднимешь. Нажимаешь 2 раза, можешь его уже поднимать без рычагов. Никаких рычагов нету, просто поднимаешь. Но ставишь кочергу. Под капотом у нас 190-сильный 2.0 EcoBlue мотор дизельный с турбиной, что дает нам 400 ньютон-метров крутящего момента. А также благодаря автоматической коробке передач 8-ступенчатой этот двигатель также обеспечивает экономность топлива. То есть он экономный и резвый. И это очень неплохо для данного автомобиля. Тут мы видим, такой большой интеркулер находится. Сама турбина находится сзади у моторного щита. Пробег у данного автомобиля 130 тысяч километров. Возможно, это даже, можно сказать, середина нормального использования и ресурса этого мотора, потому что часто пишут, что здесь ресурс при хорошем обслуживании 300 плюс тысяч километров. Сейчас посмотрим на салон. Можно обратить внимание, что здесь бесключевой доступ. На эти черточки мы нажимаем, и автомобиль закрывается. Чтобы его открыть, достаточно поднести руку, срабатывают сенсоры, и автомобиль открывается. Как видим, салон комплектации Titanium сделан довольно красиво. Все в строгом виде, все в темном цвете, кроме потолка. Потолок у нас светлый. Но можно обратить внимание, что кожа, сдалека видно, что кожа очень качественная. Здесь, несмотря на пробег больше 100 тысяч, нет никаких морщин, ни трещин, потому что кожа здесь, она очень плотная. И здесь прошит такой шов и строчка, что помогает ему держать форму. Само кресло выполнено добротно, есть хорошая поддержка, подголовники. Но, тем не менее, можно обратить внимание, что здесь нет электропривода. Здесь колесики, ручная регулировка, несмотря на то, что это Titanium версия. Руль сохранился в отличном качестве, кожа без царапин, не подертая. Есть глянцевые детали, множество кнопок, которыми мы можем управлять экраном, дисплеем, мультимедиа, а также настраивать круиз-контроль. Кнопки освещения в удобном месте. Информационная приборная панель, где все интуитивно понятно.
Далее мы переходим к селектору коробки передач. Он у нас выполнен в форме шайбы. Всегда, когда едешь, хочется положить руку на рычаг переключения, а здесь у нас шайба. Неплохое исполнение. Кому-то удобно, кому-то нет. Здесь на любителя. Далее кнопочное управление климат-контролем, что удобно. Есть удобные крутилки, и во время движения их легко найти и нащупать. Далее переключение мультимедиа и сенсорный экран, который реагирует, но не всегда вовремя. Такой внешний вид салона. Интересно, что выполнены на дверных картах вот такие точки. Смотрится оно интересно. Это не ткань, это такой мягкий пластик. И оно по ощущениям выполнено интересно. Такая перфорация. Ну и премиум акустика Bang & Olufsen. Звучит прекрасно. 10 динамиков в салоне. Есть сабвуфер в багажнике. Звук очень плавный, красивый, глубокий. И приятно ездить, когда у тебя премиальная акустика в автомобиле. Когда сидишь на водительском месте, то у тебя все в легкой доступности. Например, нужно обратить внимание на стеклоподъемники. Рука находится в абсолютно естественном положении. И как раз кончики пальцев у нас в районе кнопок. Не нужно где-то здесь искать далеко кнопки, здесь где-то. Они все расположены очень удобно. Это комфортно. По самой посадке тоже все хорошо. Ноги нигде не упираются. Сидишь удобно. Колени, я думаю, болеть не будут. И такой обзор у тебя на весь салон идет. Здесь небольшие боковые стойки на стеклах, поэтому обзорность здесь отличная. Ну и сама посадка, ты сразу ощущаешь, что ты сидишь в кроссовере, потому что ты сидишь высоко, а тебе все видно, тебе видно край капота, и это очень удобно для езды. Что по самому креслу? Давайте попробуем развернуть камеру. Если это видно на камере, то посадка здесь очень удобная. Ты ощущаешь себя, что ты сидишь за рулем кроссовера. Потому что посадка высокая, видно капот, все информативно вокруг себя видно. Все в легкой доступности. Кресло тебя так хорошо прижимает по бокам. Также есть поддержка поясницы, что будет удобно на дальние расстояния. Подголовник тоже удобно. Можно запрокинуть голову в расслабленном виде. Ехать, тем более на круизе с удержанием полосы, это будет очень удобно. То есть сидеть тут комфортно, мне в принципе это очень нравится. Что касается расстояния над головой, то здесь сантиметров 10 даже больше есть. То есть расстояние тут достаточно. 1,85 м мой рост, колени не упираются, голова не упирается, локоть в естественном положении здесь. И на этом подлокотнике так же самое. То есть комфорт для водителя обеспечен. Также во время езды иногда хочется схватиться за рычаг, но мой локоть лежит сейчас на подлокотнике. Опуская вниз руку, ты сразу попадаешь на эту шайбу. Поэтому тебе также удобно ее переключать. Стояночный тормоз и несколько режимов. Есть управление парктроником, старт-стоп функция. Парктроник тут важен, потому что тут нету задней камеры. На экране нету задней камеры во время задней передачи. Это очень странно. Сейчас очень удобно ездить с задней камерой. Сейчас ставят даже по 8, по 6 камер на автомобиле, чтобы со всех сторон было видно. А здесь только парктроники. Немного неудобно, но и парктроники тоже тебя информируют, сколько осталось до препятствия. Поэтому ничего страшного. Теперь давайте по-быстрому зайдем на заднюю часть автомобиля. Места для задних пассажиров. Сразу хочется отметить, что диван тут находится немного выше, чем передний ряд. И ты сидишь очень комфортно, также с хорошей обзорностью на салон. Что касается места, немножко опускаем вниз. Я сижу просто в развалочку. Здесь тоже отличная поддержка поясницы. Удобно сидеть сзади. И расстояние до переднего кресла также присутствует. Что интересно, ноги можно аж туда. И, смотрите, я почти выравниваю ноги. Это удобно, если у тебя ноги немножко устали во время поездки. То есть места здесь во втором ряду очень много. Что касается места над головой, развернем камеру. Место над головой тоже есть. В эту сторону есть, не упирайся, в эту сторону не упирайся.
Достаточно места для пассажиров, двухметровых пассажиров. И ряд довольно широкий, поэтому можно здесь сесть втроем. Заглянем в багажник. Багажник на газовых упорах, не электрический. Сам багажник здесь на 470 литров. Это не сильно большой для кроссовера, но тем не менее 1,10 м есть. Туда он утоплен также на метр, немножко меньше, на 900 миллиметров. И высота также 900. Поэтому такие габариты можно засунуть в холодильник, если хочется. Здесь мы видим, есть сабвуфер от нашей премиум акустики Bang & Olufsen. Мы можем слаживать места. Раз. Слаживаем. Два. Как мы видим, есть вот такая ступенька. Пол неровный, но ложиться мы тут не собираемся. Поэтому для грузов, в принципе, все нормально. Можно возить. Колеса у нас здесь на 17 дисках, что говорит нам о том, что поездка на этом автомобиле будет более комфортна, чем на 18-х. 235, 65, 17. Видно, что по соотношению к диску резина выглядит высокой, поэтому она дает больше комфортной мягкости при езде. Садимся мы в наш автомобиль, чтобы сделать небольшой тест-драйв. Немножко спинку мы подвинем. Здесь колесико. Раз, два. Так, мы запустились. Включаем на нашей шайбе D. Отпускаем тормоз, но мы стоим, потому что у нас электроручник. Нажимаем на газ. И мы поехали. Так, поездим, потестируем, посмотрим, что у нас по подвеске. Вот сразу ощущается, что теплый руль, хороший подогрев руля. В холодное время это очень классно, особенно сейчас. Итак, посмотрим по подвеске. Спереди у нас стоит Макферсон, а сзади многорычажка. То есть, по сути, должна быть мягкая машина. Так, ездим мы по не очень хорошей дороге, чтобы почувствовать, что у нас здесь за подвеска. Она не мягкая, можно сказать, как для кроссовера она жестковата. Тебя немножко телепает по салону, но она не гремит. 130 тысяч километров прошла, и видно, что она еще живая. Сзади многорычажка живая, спереди тоже все хорошо, ничего не гремит. Она такая в меру жесткая. Вот такой тут комфорт, можно сказать, по подвеске. Тормоза тут настроены очень резво. Чуть-чуть нажимаешь, оно тебя уже стопорит. Попробуем, как у нас тут 400 ньютон-метров крутящего момента на горочку. Нажимаем. Опять турбопауза, и мы помчались. Да, есть у нас турбопауза, нажал, секунду ждет, а потом набирает. Еще интересно, я отпустил газ, а она еще там полсекунды, не знаю, держала обороты. Интересно, что это за режим такой. Газ я отпустил, а она еще держит меня на оборотах. Интересно. Включаем реверс. Как видно, нету задней камеры. Приходится больше крутить головой. Я привык, когда у меня есть камера, я полностью всю обстановку вижу на экране. Здесь же у нас только передний и задний парктроник. Ну, даже боковые еще есть сенсоры. Поэтому можно сказать, что здесь 360 градусов у тебя сенсоры, но камеры нет. Но тут надо уже выбирать, кому что больше нравится. Или камеры, или парктроники. Еще раз повторюсь по посадке. Здесь сидеть комфортно в этом кресле. Хорошая обзорность. Сидишь высоко на табуреточке такой. Теплое кресло, теплый руль. Что еще нужно для плюс 4 температуры? По звукоизоляции вроде бы арки сильно не шумят. Это надо, конечно, проверить больше на трассе. Моторный щит тоже есть, видимо, какая-то шумоизоляция, но не 100%. Понятно, что дизель ты слышишь. Опять-таки едешь и хочется положить руль на рычажок, чтобы переключать передачи. А так приходится ложить или на ножку, или сюда где-то на туннель ложишь руку. Ну, а лучше, конечно, держать двумя руками руль. Так, конечно, безопаснее. Но это уже нюанс. По расходу здесь. Расход здесь средний 6 литров. По трассе можно добиться 5 литров до 110 км в час. По городу 6,2-6,5 литра расход дизеля.
Это неплохо, это нормально. Учитывая то, что у тебя вес 1700, у тебя высокий клиренс около 190 миллиметров, и у тебя расход 6 литров. Это нормально, это экономно. Во время движения, несмотря на управление климатом, можно нащупать градусы, сколько тебе нужно поставить градусов, и боковым зрением ты можешь увидеть, сколько ты там наклацал. Не надо отвлекаться, смотреть вниз. Ты смотришь на дорогу и смотришь и выставляешь нужную тебе температуру. Это также удобно. Здесь есть навигация. Выставляешь адрес, который тебе нужно, и едешь по нему. Хорошо здесь оформлена цифровая панель. Она не полностью электронная. Здесь есть привычные стрелочки. Но есть также бортовой компьютер небольшой. Показывает тебе, дублирует цифрами, с какой скоростью ты едешь. То есть или по стрелке смотришь, или смотришь на цифры. Что удобно в Европе, если у тебя ограничение 30, по стрелкам не всегда ты поймешь. А тут ты точно видишь, какую скорость ты задал, и едешь, чтобы не нарушать. Этот экран также не сильно яркий, особенно, я думаю, в темное время суток едешь, и он тебе не сильно слепит глаза, потому что тут такие в темных тонах, можно сказать, ночной режим сделан. Попробуем еще нажать на газ, пауза, и поехали. Вот, моментально набираем 60 км в час. И снова таки интересно, я отпускаю газ, а он продолжает держать обороты, еще где-то полсекунды. Я такого еще не видел, но интересно. Итак, ходовые характеристики. Нормальная подвеска, не самая мягкая, но она понятная. Чувствуешь ямки, но она не сильно табуреточная. То есть сбалансированная подвеска. Макферсон и многорычажка. По приемистости очень хорошо. Машина резвая, набирает быстро. 190 лошадей, полный привод. Это также хорошая функция, дополнительная. Иногда может пригодиться. Расход небольшой, 6 литров. То есть этот автомобиль можно рассматривать, если кто-то ценитель Форда, можно рассматривать этот автомобиль к покупке. Так, сработал у нас парктроник, но оранжевая зона, мне кажется, там еще сантиметров 30. Приехали мы назад. Давайте сделаем короткий итог нашего небольшого обзора. Ford Kuga по сравнению с конкурентами заслуживает внимания, потому что он собран хорошо, качественно, с хорошими материалами. Здесь хороший функционал, хороший проверенный двигатель. Также у него невысокая цена по сравнению с японцами, с корейцами, с французами. Такой автомобиль стоит, на примере этого, 16 тысяч евро. За 16 тысяч евро мы получаем хороший кроссовер с небольшим пробегом, всего лишь 130 тысяч. Ну, всего лишь, да. С хорошим функционалом, есть удержание в полосе, есть премиальная акустика, есть кожаный салон, турбированный двигатель, полный привод. Это мы получаем за 16 тысяч евро. Вы уже каждый может принять собственное решение, подходит вам такой автомобиль в данном рестайлинге. Или если же вы рассматриваете Ford, то рассматривайте его в следующем рестайлинговом кузове, где есть уже, допустим, плагин гибрид или просто гибрид, бензин. А этот автомобиль у нас был на дизеле. Европейцы до сих пор любят дизель. Лучше продается дизель, чем гибрид. Вот такие реалии в Европе. Если вам понравилась эта информация, этот короткий обзор и нюансы, стоит ли приобретать этот автомобиль в 2026 году, поставьте лайк. Всем пока!